Приветствую, дорогой слушатель. Наливай себе чаю и присаживайся рядом. Я расскажу историю. О чем пойдет история? Конечно, о моем знакомстве с такой игрой, как Doom 1983 года. Эта игра дошла до моих рук только в 2023 году. Многие скажут, вот зачем тебе старый шутер? Вокруг столько новинок, ремастеров. Есть относительно новый Doom, да, есть. Но хотелось прикоснуться к первоисточнику. Немного предыстории. Сюжет не сильная сторона Doom, но все же крупинка этого сюжета подавалась мне в процессе прохождения игры. Итак, действие происходит на Марсе. Где бы еще? В те времена все инопланетные фильмы ужасов были про Марс, а также двумя станциями Фобос и Деймос. И вот некая корпорация занималась исследованиями в области телепортации и поисками альтернативных источников энергии. И вот в один момент происходит неудачный эксперимент, в результате которого орды демонов врываются на станцию, а весь персонал превращается в кровожадных зомби. Ну а как же появился на этой станции главный герой, за которого все играют? Я узнал, что его сослали на станцию как штрафника. Он был солдатом морской пехоты, но ослушался приказа и напал на офицера, за что и был сослан на станцию. И когда демоны хлынули на Деймос, а впоследствии и Фобос, главного героя послали охранять Фобос. Вот такая вот предыстория. Но вернемся к самой игре. Первые уровни, а также сам первый эпизод мне очень понравился своими уровнями, секретами, ловушками и простотой. Просто ходишь, стреляешь и слушаешь отличные саундтреки. Уровней немало, но половина из них были пройдены за 5-7 минут. На пути мне встречались зомби, которые, как оказалось, умеют стрелять. На мое удивление. Но все они очень быстро были уничтожены. Также уже в первом уровне появлялись и какие-то демоны. Или люди, обмазанные говном. Они такие коричневые с красными глазами. И стреляющие огненными шарами. Тоже ничего сложного. Просто главное всегда двигаться. Были еще враги. Цыплята-мутанты розовые и их невидимые друзья. Монстры уже посильнее, пожирнее, в больших количествах бегали в таком уровне, как военная база. Из оружия были пистолеты, миниганы, ракетницы, даже бензопила, которая ездила мне по ушам. Я ей перестал пользоваться. Но самое лучшее, на мой взгляд, оружие – это дробовик. Я с ним прошел всю игру. И вот главный герой появляется на первом уровне – ангар. В надежде найти оружие получше, весь персонал и охрана превратилась в кровожадных исчадий ада. Пройдя все постройки, а именно там электрическая станция, военная база, командные центры, главный герой достигает аномалии. Настал черед последнего уровня, в котором, как оказалось, есть босс. Точнее, боссы. Два козла рогатых, которые, во-первых, меня напугали своим появлением. Они появились очень громко. Во-вторых, били больно. И жирнее всех, кого я встречал. Справившись с ними, главный герой шагнул в портал. Ту самую аномалию. Меня переносит на Деймос, вторую станцию. Конец первого эпизода. Сообщение в конце эпизода. Раз ты одолел больших засранцев и зачистил базу на спутнике Марса Фобос, то ты думаешь, что победил? Не так ли? Правда? Тогда где же твоя щедрая награда и билет домой? Что за чертовщина? Все не так должно было закончиться. Воняет, словно тухлятиной. Но похоже, что это база с исчезнутого спутника Марса Деймоса. Кажется, ты застрял на краю ада. Единственный выход отсюда – прорываться вперед. Действие второго эпизода происходит на станции Деймос. Можно сказать, край ада. Место, где все началось. В этом эпизоде появится новое оружие, плазменные винтовки, которым я не пользовался, и другое. А также новые монстры. Летающие горящие головы призрачного гонщика и летающие демоны-шарики. Рогатые козлы, которые станут обычным делом. Уровни в этом эпизоде стали очень сложными. Но не из-за монстров, а из-за больших запутанных уровней.
который приходилось и по 30 минут проходить. Чем дальше, тем было хуже. Уровни уже не вызывали такого восторга. Добравшись до последнего уровня и победив босса второго эпизода, огромного кибердемона, главный герой отправляется в следующий портал. Портал в ад. Сообщение в конце эпизода. Вы сделали это. Ужасный лорд-кибердемон, который правил затерянной лунной базой Деймос, был убит, и вы торжествуете. Но где вы? Вы карабкаетесь на край спутника и смотрите вниз, чтобы увидеть ужасную правду. Деймос парит над самим адом. Вы никогда не слышали, чтобы кто-то смог сбежать из ада, но вы заставите этих ублюдков пожалеть, что они когда-либо слышали о вас. Вы быстро спускаетесь на поверхность ада. Действие третьего эпизода происходит в самом аду. Тут я вообще потерялся в уровнях. Они были в вырве мозг. Враги сильнее, полы из кислоты и недостаток патронов. Много раз я умирал и начинал уровень заново, без оружия, с одним только пистолетом. И вот я кровью, болью и потом дошел до последнего уровня в эпизоде, где меня встретил босс. А именно, на моем удивление, паук. Ожидалось нечто большее, но это был лишь паук. Причем слабый. Победив паука, наш главный герой вступает в портал и наконец-то отправляется на Землю, домой. Но его ждало разочарование. Земля превратилась в ад. Пока главный герой сражался на станциях и в аду, демоны нашли портал, или сделали, используя технологию портал на Землю, и начали свое вторжение. Единственный, у кого есть силы помешать демонам, только главный герой. Сообщение в конце эпизода. Отвратительный демон-паук, который организовал вторжение на лунные базы и вызвал столько смертей, получил по полной на все времена. Открылись скрытые врата, и вы вошли. Вы оказались слишком сильны, чтобы ад сдержал вас. И теперь ад наконец-то играет с вами по-честному. Вы проходите через врата, чтобы увидеть зеленые поля земли. Наконец-то вы дома. Вам интересно, что произошло на Земле, пока вы боролись с освободившимся злом. Хорошо, что ни одного адского отродья не проникло за вами через этот проход. По сюжету, этот эпизод является продолжением Doom и приквелом Doom 2. В нем рассказывается о битвах против легионов демонов, которые демон-паук послал через врата между адом и землей. Это те самые врата, через которые прошел главный герой. На удивление, но эти уровни для меня были легче, чем в предыдущем эпизоде. Финал Doom 1983 года повествует о том, что главный герой нанес огромные потери силам вторжения, но все оказалось впустую. Демоны захватили крупные города, и все превращается в ад на земле. Сообщение в конце эпизода. Вы победили демона-паука, но не смогли предотвратить вторжение демонов в другие города по всему миру. Демон-паук, должно быть, послал свои легионы порождения ада перед вашей последней битвой с этим ужасным чудовищем из ада. Но вы пошли вперед и навлекли на Орду вечное проклятие и страдания. Как настоящий герой перед лицом зла. Кроме того, кто-то должен был заплатить за то, что случилось с Дейзи, вашим домашним кроликом. Но теперь вы видите, как перед вами распространяется еще больше потенциальной боли и безнадежности, когда нация демонов выходит из-под контроля в ваших городах. Следующая остановка – ад на земле. На этом заканчивается моя история и обзор Doom 1983 года. Мне в целом понравилась игра. Да, она однообразная, но шутеры, все, даже современные, имеют эту черту. Советую всем ознакомиться с этой игрой, которая показала вектор развития для будущих шутеров. На этом мы закончим. Всем до встречи в новых видео.